Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и гости канала Таро Эспирационы. Таро расклад. Что неожиданно будет меняться и к чему все идет? Как изменится ваша жизнь? Или, возможно, как изменитесь вы сами? С чем это будет связано? И у кого-то это может быть отправная точка невозврата, может быть, или начало какого-то нового жизненного этапа. Начинается с новости, информации. У кого-то с обстоятельств, а у кого-то из вас с вашего важного решения, однозначного. Давайте узнаем. И вначале мы выполним сигнификацию, чтобы вы могли себя узнать, ну или не узнать, и тогда вы сможете определиться, насколько этот расклад подойдет вам, какую историю нам хотят рассказать карты. Конечно, останемся реалистами, всегда об этом говорю. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но когда мы смотрим общие прогнозы, мы продумываем что-то свое. Перекладываем на метафору карт те события в нашей жизни, которые наиболее сильно, остро нас беспокоят в данный момент. И поэтому, я надеюсь, сигнификация вам как раз ориентиры и даст. Итак, о ком нам расскажут карты? Кто вы и что у вас сейчас происходит в данный момент? Ух ты! 15-й старший аркан. Элемент зависимости. Зависимость от отношений. Конечно, и привычки разные проходят, не самые полезные, это тоже элемент зависимости. Но и не только, мои дорогие, кто-то много работает, буквально вкалывает. Зависимость это работы. Может быть, нужно решить или закрыть какую-то финансовую брешь. И хочешь, не хочешь, из последних сил напрягаешься и пытаешься преодолеть ну, как какой-то барьер, а у кого-то из вас и правда может проиграться, ну, вот как 15-й аркан, карта страсти, влечение к человеку, желание быть с ним рядом, продолжать какую-то личную историю или как ваша вы чувствуете зависимость. Может быть, уже какое-то время прошло, для кого-то это вы расстались, но вы еще о нем думаете. И пока 15-й старший аркан– это наши мысли тоже. И если мы позволяем даже той истории или когда конкретный человек в вашей памяти продолжает жить, и вы воспоминаниями живете, поймите, что наша мысль, она ведь материальную все равно основу какую-то имеет. Я так думаю, в ближайшие годы это будет открыто. Это об этом говорил еще Эйнштейн. Так вот, вы, по сути дела, формируете свое будущее, если вы позволяете себе жить мыслями о прошлом или еще того хуже, о прошлых надеждах, может быть так, но что-то не состоялось. И вас это словно держит в рамках. Это вы находитесь в зависимой ситуации, значит, своей жизнью уже не управляете. Такой тонкий нюанс. Ну, давайте пойдем дальше. По одной карте сложно сказать. И карта «Мир». Для кого-то желание переехать. И это желание вас тоже держит взаперти. Знаете как? Вы надумали, к примеру, я поеду в определенную местность, может быть, в определенную страну. Вы уже учили язык, вы уже как-то к этому готовились. Менталитет страны вам близок. Меня смотрят люди из разных стран. И правда, у каждого ведь сейчас своя какая-то ситуация. Кто-то в силу таких обстоятельств, непреодолимой силы, оказался совершенно не там, где намеревался несколько лет тому назад быть. Но за это время жизнь заставила адаптироваться. И теперь представить себе, что мне придется еще раз что-то менять, да я даже представить не могу. Вот такие сильные эмоции могут проходить. Если мы говорим, карта «Мир» – это вообще нет ничего невозможного. Для кого-то это сила желаний. Вот я хочу и точка, и баста, и по-другому я никак не хочу. И эти где-то желания, они могут быть, но отчасти эфемерные, а с другой стороны, вроде бы есть и к этому предпосылки. Может быть, в зависимости от того, когда вы смотрите мое видео, какая-то обстановка тут тоже внешняя меняется. Может быть, вы узнали какие-то новости совсем недавно. Два старших аркана. Когда старший аркан– это всегда события извне, оказывают на вас влияние тоже. И значит, либо сообщение от конкретного человека, какое-то предложение заманчивое, тоже может быть. Может быть, раньше его не было, и вы бы уже были готовы, ну, как-то прозреть или совершенно поменять,
свою тактику, к примеру, а здесь вновь из прошлого что-то возникает, и вы понимаете, что ну нет, дай-ка я еще раз попробую. Все же какая-то история не завершена. Держит она меня еще как в рамках, в заперти, не отпускает. С одной стороны, вот эти два аркана. Хочется уже подвести какой-то итог, потому что, скорее всего, вы сами уже понимаете, ну, видимо, в чем-то тупиковую ситуацию или как таковую она может быть, или закончится чем-то, ну, как, ну, zero, будем говорить, как каким-то нулем отношения, или когда вы чем-то занимались, а эффекта от этого не получили. Пусть это будет работа, в которую вы вкладывались, но ваш труд не оценили, или лавры получил кто-то другой. То есть мы долгое время что-то делали или где-либо в каких-то отношениях находились, может быть, в конкретной точке местности, мы успели к этому привыкнуть, и вот теперь нам нужно подводить итоги. Или переводить отношения на новый уровень, или себя адаптировать как-то совершенно по-другому, или конкретно вообще куда-то переезжать. Давайте посмотрим, что еще. Два старших аркана. Еще и третий старший аркан. Вот действительно, что будет неожиданно, мы с вами спрашиваем. А тут уже в сигнификации нам говорят, да тут сплошные неожиданности, кто смотрит мой сегодняшний расклад. Вы от начала до конца чувствуете себя словно заложник внешней ситуации, внешних обстоятельств, ситуации в мире. Опять же, по аркану император это всегда система проходит. Система иерархии, система законов. Я завишу от закона, я завишу от обстоятельств, я завишу от конкретного человека. Вот что-то подобное может проиграться. Конкретным человеком может быть кто-либо в личной жизни, или это может быть руководитель по работе, или ключевой какой-то партнер. Есть и сила желаний, то, что все же прежде были и плюсы. И сейчас вроде бы аркан мир, самое время возможностей, но есть еще какие-то рамки, препоны, ограничения или условности, которые вам нужно учитывать. Может быть, конкретный человек, который как император несговорчивый, с ним очень сложно договориться, он всегда на своей волне, и никогда не знаешь, чего же от него ожидать. Но ведь мы о вас вообще говорим. Может быть, это и вы где-то как сила желаний. Вот будет либо так, либо никак. Вы себе поставили такой, ну, как планку или такую задачу себе поставили. А что же еще? А рыцарь Пентаклей нам говорит о том, что ты вообще будь внимателен к деталям. Твой план какой-то — это хорошо. Но если предыдущие карты старшей арканы — это не рыцарь, нет движения, опять же, да, мы об этом говорили, то вот рыцарь движение есть. Пусть очень медленное, потому что один из самых медленных рыцарей в колоде Таро, но это конкретный самый рыцарь. Это тот, который понимают, что добрые дела наспех не делаются. И, может быть, кто меня сейчас смотрит, мои дорогие, вот все то, что я перечислила по старшим арканам, вы понимаете, но тут как бы я не хотел или не хотела, а все равно идти вперед придется. И мне какую-то перезагрузку придется совершать в самом себе. Потому что вот эта внешняя ситуация, она будет все время меняться. И она не всегда будет для меня в пользу. Или, я бы сказала наоборот, оно всегда будет мне в чем-то не в пользу. И моя задача адаптироваться к тем внешним условиям или событиям. И при этом поставить именно, вот как этот рыцарь держит пентакль, какие-то свои либо достижения или какого качества жизни все же я лично хочу достичь. Если опустить все условности, опустить все внешние ситуации, может быть, а именно оттолкнуться, чего же просит ваша душа, или реальные события вашей жизни, какие заставляют вас принять мудрые решения и последующие действия от этих решений, какими могут быть. Но перезагрузка явно уже идет. И колесо фортуны, еще один старший аркан. Вы знаете, к вам может приехать и какой-то человек по рыцарю Пентаклей, но это, конечно, может символизировать, как вы получаете информацию, которая касается денег, или каким образом к вам приходят деньги, или пусть рядом аркан император, это может быть свидетельство о том, что меняется какая-то финансовая система.
или какие-то перемены, которые внешне, они ведут к изменению вашего благосостояния. Но есть какая-то данность, которую вам нужно учитывать, и себя в связи с ней перестраивать. И следующая тогда карта «Колесо фортуны» говорит, что тогда вот именно вот эта новость или какая-то как неожиданное известие, ам, ты не можешь оставить это без внимания, потому что для тебя это как фортуна. Тебе нужно этим воспользоваться, переложить на свою жизнь или подумать, как ты это можешь применить к себе на практике. Давайте посмотрим. И не раздумывать долго. Какая-то задумка. Девятка кубков. А ведь и правда, деньги, финансовая составляющая. Вот что сейчас лежит в основе ваших мыслей. И вот раньше, может быть, и были самые разные такие направления, и были и зависимые моменты, были еще и как желание что-то осуществить и получить какой-то хороший эквивалент, может быть, от отношений, может быть, от работы, но вот как-то складываются тут законы по-своему, или какая-то система иерархии, или какие-то условности, может быть, по закону. Что-то вы можете осуществить, а что-то нет. И тем не менее, вот нужно рассмотреть совершенно новое направление. И это где-то с учетом колеса фортуны будет для вас означать выход из создавшегося положения. Вообще, я бы сказала, если, к примеру, поначалу вы думали даже о личной жизни или взаимоотношениях с конкретным человеком, то последняя карта у нас получается деньги. Хотя я могу допустить, по аркану дьявол проходит получение денег. Часто очень, знаете, это те деньги, которые все же мы заработали или какой-то ваш гонорар, может быть, даже крупная сумма денег, которая, возможно, застряла, или каким-то образом вот этот итог не был, точнее, получен прежде, но в конечном итоге у вас есть возможность это получить. Или коренным образом как-то правильно подумать, как распределить эти деньги. Может быть, некоторые инвестиции в себя, вот я такое тоже могу предположить. Но деньги могут быть для вас основной мыслью или направлением, такое тоже допускаю по нашему раскладу. Вот уж действительно неожиданно решение какого-то финансового вопроса у вас может коренным образом изменить ваше качество жизни. Мне очень интересно. Не совсем тут про сигнификацию. Сразу нам карты рассказали от начала до конца, что будет меняться. И какие условности. То, что от вас не зависит, это по старшим арканам. А у вас их 4 из 6 карт. И тут действительно перезагрузка. Ожидайте, что в ближайшее время, ну, может быть, месяца 3 от того, как вы смотрите это видео, тут, правда, что-то может измениться в вашей жизни. Хорошо, к чему все идет? Действительно, перезагрузка в том плане, что вам нужно дополнить либо свое личное дело, либо дополнить, ну, как каким-то новым направлением, или с учетом изменяющихся условий, событий, вам это нужно адаптировать тоже. Себя, может быть, адаптировать. Изучение проходит по тройке пентаклей, мы можем учить языки. Мы можем пересмотреть, если мы собирались куда-то переехать по аркану мир, то здесь мы можем поехать, ну, куда-то в другом направлении. И если даже в этом месте, где вы сейчас находитесь, вы не можете оставаться, ну, к примеру, да, ну, нет никаких перспектив, то это как вы рассмотрите что-то совершенно другое, и вы более чем останетесь довольны. Вы просто какое-то, знаете, как, ну, действительно новое направление вы можете не видеть, потому что словно уперлись вот во что-то одно. А тут вас сама жизнь переключает, словно вас пытаются переформатировать высшие силы для того, чтобы вы увидели совершенно другие возможности. Это вы можете думать, что мое счастье, оно вот в этом месте, а здесь чуть ближе или чуть дальше. То есть какую-то коррекцию, незначительную совсем по рыцарю Пентаклей мы вносим. И вот, пожалуйста, вот это колесо фортуны. И по колесу фортуны это когда мы встречаем нужных людей, открываются нужные двери. Или вот застопорилось у нас что-то и не идет. Есть только наше желание. Ну вот, допустим, уперлась,
или в закон, или в конкретного императора такого, ну или в человека, может быть, в его решение. И тут мы ничего не можем ни вправо, ни влево повернуть. А если мы сами допускаем некоторую перерокировку наших действий, то вот она фортуна. И двери откроются, и мы понимаем, что просто шли не туда. Или смотрели не в ту сторону, не в том направлении. Да, нам еще себя придется адаптировать, но это ведь по тройке Пентаклей иное качество жизни. Всегда тройка– это будущее. Поэтому на будущее уже какие-то хорошие перспективы. Только как вы позволите себе несколько отвлечься от того намерения или скорректируйте свою цель, которую ставили прежде. И совершенно другие возможности вы можете видеть. Хорошо, к чему же тогда все идет? Еще один старший аркан умеренности, но это, наверное, по части обучения, потому что быстро добрые дела наспех не делаются. Или изучить что-то быстро вы не сможете, поэтому некоторый период адаптации это точно необходим. К чему идет? А хитрее надо быть, чтобы не попасться на таких императоров или суметь некоторые вопросы, с одной стороны, собой не рискуя решить, может быть, забрать свое, кстати, иногда это проходит по семерке мечей. Мы должны именно свое забрать. И всего мечей 7, а забирает человек только 5. А вот эти два, как будто говорит, это не мое, оно мне не надо. Я прохожу мимо. Я просто посмотрел и иду дальше. Меня здесь как не было. Поэтому тут перекладывайте на себя. Тут будет у каждого по-своему. Значит, что-то свое вы не должны, мои дорогие, упустить. Это точно. Но и рисковать собой на грани риска, вот вашу задумку ставить тоже никак нельзя. К чему все идет? Семерка кубков. Ну вот как нельзя собой рисковать, так и надолго застрять в каких-то размышлениях. Или, может быть, это какие-то иллюзии наши желания, да, мы уже какое-то время были в этих желаниях, и, может быть, и грезах, и где-то были уверены, что нет, вот будет что-то неизбежно продолжаться, потому что не может быть по-другому, а потом мы понимаем, да вот нет, оказывается, может, иначе мы можем так и годами быть в ожидании, а от этого ничего не меняется. Недаром ведь 15-й старший аркан говорит зависимость. И вот пока мы вот рыцарь Пентаклей, это ведь еще нет опыта, это какое-то новое дело, это новое движение, новое направление. И вот пока мы это не увидим или что-то не начнем, первые шаги не сделаем, мы и, нам кажется, да, все идет своим чередом, чтобы нам тут переживать, а тем не менее жизнь, она уже как бы меняется. Давайте посмотрим. То есть вот ни в плюс, ни в минус вам тут нельзя как-то поддаться эмоциям. К чему все идет? А выбор вам придется делать. Вот в этом будет состоять колесо фортуны, словно вас будет судьба проверять. И иногда этот выбор как, ну, своеобразный экзамен. Выдержим ли мы, или мы где-то можем соскользнуть обратно к 15-му старшему аркану. А тем не менее, если у нас достаточно, ну, веры в собственные силы, или когда мы правильно, ну, для себя приоритеты расставили по восьмерке жезлов, вторично нам пространство помогает, и это может быть какая-то новость, какая-то возможность. Возможно, это будет связано с поездкой, или вы съездите в конкретную местность, вы что-то там узнаете, увидите своими глазами, или определитесь, вы в чем-то утвердитесь, мои дорогие, и поймете, как вам нужно действовать. Вот буквально так. Что же будет неожиданно? Что неожиданно будет меняться? Ну вот что будет неожиданно меняться? Знаете, как это всегда я называю эту карту искаженная реальность. Вот ту реальность, которую вы видели, вы поймете, что я не туда смотрел. Я смотрел или смотрела вглубь самого себя. Я не видела то, что вокруг меня происходит. Мне казалось, вот как эти три карты, так абсолютно правильно. Или так, как развивается, так и должно быть. И тут действительно, пока мы что-то не попробуем новое совершенно, или куда-то не отправимся, или не сменим, ну, как наши приоритеты или направления, не внесем некоторую коррективу в нашу жизнь или не начнем конкретно какое-то новое дело, новое изучение.
реальность не меняется. Мы тогда не видим того, что происходит вокруг нас. Мы просто на глубине собственных мыслей. А мысли нас куда они могут увести? Нам же говорят о том, что мир меняется, жизнь наша меняется. Что же будет меняться? Что же для вас будет меняться? Вот смотрите, двойка кубков. У вас может быть вместо каких-то отношений, которые были до этого времени, вот как по дьяволу, зависимых, выпадает двойка кубков. Это карта искренних отношений и искренней любви. И у кого-то не просто даже финансы, да, финансовая составляющая, как я говорила, меняться будет. А, к примеру, вы находитесь в одном месте, вам нужно, может быть, куда-то отправиться, или наоборот, вам не хочется никуда отправляться, или какие-то условности внешние складываются, но тем не менее вы рассматриваете новые варианты, вот как по рыцарю Пентаклей мы говорим, сама Фортуна вам открывает двери. И здесь идет финансовая составляющая или как ваша самореализация, решение некоторых финансовых вопросов, новые финансовые перспективы, изучение. Да, какое-то время, может быть, и будет потрачено на адаптацию. Или когда вы, ну, с чем-то еще будете определяться, будете еще и делать выбор. После этого словно приходят новые события, новая информация, дополняются информацией ваша жизнь. И после этого как полное прозрение окончательное. По восьмерке жезлов, вот я говорила, искаженная реальность. И для кого-то не просто финансы меняются. С финансов может начаться, а в последующем или вашей самодостаточности, реализации вашего проекта. А по двойке кубков потом у вас меняется еще и личная жизнь. Давайте посмотрим. Очень интересно. И к чему же, что же будет меняться, к чему все идет. Ну вот смотрите, здесь правда может быть такой момент, что и тут это неоднозначно, мои дорогие. Искренние отношения, это может быть и как и новый человек, но я так вижу, что для кого-то это будет еще или может быть возвращение прежнего человека. Может быть, он возвращается уже, ну, переосмыслив что-то. Или если это были зависимые, допустим, отношения. Но вот я вижу, что может быть период расставания с конкретной персоной. И потом, как после какой-то перезагрузки, возможно, это встреча. Причем инициировать может сам человек, а вот вы к этому времени уже ничего не хотите. Или когда вы подвели итоги, и встречаете другого человека. Опять же, вы можете по четверке кубков начать сомневаться. Ну, хорошо, что же еще неожиданно? По пажу кубков, а вам тогда карты говорят, вот правда, могут быть отношения, по пажу кубков вам говорят, просто не забегай слишком вперед или не торопи события, позволь отношениям развиваться так, как они развиваются. Но и понятно, по девятке мечей мрак в себе не догоняй в душу, не добавляй тех сомнений или того, опять же, чего нет. Восьмерка мечей, девятка мечей– это карта нашего восприятия, искаженного восприятия. Здесь буквально бессонница проходит или то, что мы надумали, а здесь, когда мы не видим, что происходит вокруг нас. Поэтому некоторые вот такие деструктивные мысли или сомнения в самом себе, они вам точно оптимизму не добавляют. Они вам, наоборот, могут даже где-то разрушить историю любви, мои дорогие. Будьте внимательны. По восьмерке кубков, тем не менее, какой-то выбор вы все равно делаете. Хорошо, то я хочу узнать, чего касается этот выбор. Туз жезлов. И кто-то из вас выберет работу. Вот конкретно ваши достижения. Четверка жезлов, действительно. Кто-то выберет свои достижения и, к примеру, благополучие по части вашего жилища. Ведь у кого-то мог быть вопрос, который начинается с места вашего пребывания. Мы об этом говорили. Я не хочу, да, уезжать куда-то, но поехать или как-то переместиться, возможно, вам придется
Пусть на какое-то короткое время, я ведь не говорю постоянно. И это для вас будет такой добрый побудительный посыл, чтобы эта перезагрузка или увидеть эту реальность какой-то другой, что да, обстоятельства, они обстоят как-то иначе, то тогда с учетом туза жезлов, ведь четверка жезлов – это праздник после победы. Но опять же жезлы – дело работы, бизнес и деньги. Поэтому если мы говорим по восьмерке кубков, мы ищем выход, и мы его находим, или решаем какую-то ситуацию сложную. Опять же, да, может быть, это касается личной жизни. Здесь решение будет важное, но решение больше вижу в сторону самодостаточности. Ну, хорошо, и что дальше? А дальше карта Солнца. Вот так. И правда, даже и не знаю, мои дорогие, любимые подписчики и гости канала. А вот правда, как продолжать? Ведь Солнце – это всегда, по сути дела, итог. Это мы достигаем того, чего мы хотим. И если туз жезлов – это возможность, это добрые вести, или это как точка невозврата, когда мы принимаем важное решение, внутренний инсайт, или как эврика. А дальше нам сказала праздник после победы, четверка кубков и карта Солнца. В принципе, когда мы получаем очень хороший эквивалент, не тот, который эфемерный, а тот, который конкретный, по факту. В чем же будет состоять неожиданность? Давайте я достану еще несколько карт. Мы ведь сказали, тогда пусть нам карты скажут, на что вам нужно обратить внимание. В чем будет состоять именно эта неожиданность или элемент неожиданности. Пусть это будут как знаки судьбы. Давайте вот так. Неожиданность как знаки судьбы. Карта императрица. Смотрите, мои дорогие. Смена статуса. И смена статуса, конечно, она у кого-то может быть и через личную жизнь. Вот вам могут сделать даже предложение руки и сердца. Я такое могу предположить. А для кого-то эта смена статуса может быть и через работу, через ваши достижения, творчество. Но здесь будет, знаете, как в воздухе такой ветер перемен, когда будете вы чувствовать наверняка, что вот именно в этом направлении для меня будет мое счастье. Вы будете это чувствовать, потому что императрица – это есть какая-то конкретика и материализм. Ну, наверное, у каждого тут по-своему. Может быть, это и важное предложение. Хорошо. Какие еще знаки судьбы, как неожиданность? Король мечей. Но если мы про личную жизнь, то тогда, и мы говорим смена статуса, то тогда вы можете оценивать, да, у нас как раз внизу выпадает, так получается, двойка кубков. Ну ладно, я ее закрыла. Мы говорим карта искренних отношений. Ну тогда вот эти искренние отношения будут проверяться, насколько человек конкретно не в обещаниях, а по факту юридически готов оформить отношения с вами. Или согласовать еще какие-то финансовые вопросы тоже с вами. И сделать это не в обещаниях, не на словах, а именно в конкретике, рационально, на бумаге. И это будет для вас как знак судьбы. И если мы говорим о вашей самодостаточности или каких-то победах, то тогда по аркану императрица, король мечей, иногда это тоже проходит. Люди достаточно статусные, или если мы через деньги, какой эквивалент денежный будет, может быть, на вашем счету или в ваших руках. От количества, будем говорить, зависит, насколько правильно выбрано какое-то направление. Но, опять же, рационально, да? Давайте мы еще знак судьбы. У кого-то это будет, как известие, меняются законы. Вот такое тоже могу предположить. И шестерка жезлов все равно победа. Ну, наверное, 50 на 50, а у кого-то проиграется, мои дорогие. Вот очень интересно, посмотрите, вот неожиданно выпали карты, и расклад пошел у нас с этого пункта совершенно по-другому. Точнее, с пункта какого? Когда у нас вот здесь мы делаем выбор или правильный какой-то выход ищем, и мы его находим. И я спросила, так в каком направлении? А направление нам показали жезлы, да, туз жезлов
Четверка жезлов, праздник после победы завершилась картой Солнца. И далее, как знаки судьбы, какие неожиданности. Так вот, в неожиданностях у вас аркан императрица, король мечей, который может, кстати, означать где-то вот возвращение таких императоров. Или когда вы сможете свое благополучие, если это касается достижений, тоже переложить на какой-то законный, более надежный фарватер, или вы будете видеть, может быть, в денежном эквиваленте, что продолжение следует, и не просто следует из нуля в рогожечку, а когда какое-то дело абсолютно точно нужно продолжать. Вы будете не приблизительно видеть или не быть в зависимой ситуации, вот от чего мы оттолкнулись в самом начале, а когда это вы где-то хладнокровно смотрите на то, что происходит вокруг вас, а для вас как раз и предлагают эти возможности. Или конкретный человек, который, опять же, де юре. Одно дело то, что мы, ну, где-то себе представляем, а другое дело то, что оформляется в документах и на бумагах. И тогда это для вас еще одна победа. Кстати, эту победу нужно удерживать. И в неожиданностях не совсем простая, но ведь и правда, победа у вас точно будет. Перекладывайте на себя, мои дорогие, непростой расклад. Надеюсь, он вам чем-то был полезен. Буду благодарна вашим откликам, комментариям. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.